Мы с мужем уже 2 года живем в Польше, в Кракове. Приехали мы сюда из России, из города Уфа. В начале этого года мы стали вести свой блог на YouTube, хотя скорее это больше наш видеодневник, где мы говорим о местах, где побывали, интересных нам темах. Мы стараемся подмечать особенности и детали жизни в другой стране и сопоставлять это с нашим прошлым опытом. Нас часто спрашивают в личных беседах, переписках и комментариях, как мы оказались в Польше. И в сегодняшнем видео мы решили ответить на этот вопрос. Была ли у нас изначально цель уехать за границу? Такой цели изначально не было. Была скорее абстрактная мечта, как у, наверное, многих россиян. То есть это было в мыслях, но всегда где-то в дальней перспективе. Гипотетически мы были готовы переехать при появлении удобной возможности, но каких-то конкретных шагов, чтобы это стало реальностью, мы не предпринимали, и это не было нашим приоритетом. Учили ли мы английский язык? Английский язык учили скорее для себя, без какой-то конкретной установки. Цели взять определенный уровень или сдать сертификационный экзамен не было. Занимались изначально на курсах, потом ходили к репетитору. Я меньше, муж дольше. Мы всегда любили путешествовать в другие страны, и знание английского языка помогало общаться с иностранцами и как-то более комфортно чувствовать себя в заграничных поездках. Также английский был весьма полезен при работе, особенно мужу, так как большинство литературы, инструкций, статей по его специальности на английском языке. Почему мы все-таки решили уехать из России? Тут, наверное, можно выделить два основных момента. Первый. Для нас это была последняя возможность что-то кардинально поменять. Чем дольше живешь в одном месте, тем большим количеством обязательств и вещей обрастаешь. Жизнь становится организованной и предсказуемой, все алгоритмы и методы выверенными. Все известно и знакомо. Следующим логичным шагом для нас была бы покупка квартиры в ипотеку и еще более основательное устройство жизни. С каждым годом все сложнее и сложнее решиться что-то изменить, сойти с удобного проторенного пути, променять уют на неопределенность. Второй момент – это несогласие с политикой государства и невозможность с этим что-то сделать. Мы не разделяем тот курс, который проводит нынешняя власть, и нам не нравится то, что сейчас происходит в России. Мы считаем, что успеху в большей мере способствует сотрудничество и взаимодействие, а не конфликты. Это относится как к людям, так и к государству. Все обстоятельства, думаю, нет смысла перечислять. Те, кто живут в России, их так слишком хорошо знают, а кому-то это может стать поводом позлорадствовать над сложившейся ситуацией. Не хотелось бы давать в этом видео такого повода, так как вы уже успели заметить, вопреки комментариям некоторых зрителей, мы не собираемся лить грязь ни на Россию, ни на Польшу. Скажем лишь, что правительство в России, по нашему мнению, принимает очень много несправедливых, нерациональных и недальновидных решений, последствия которых рано или поздно придется кому-то расхлебывать. Какие страны мы рассматривали для переезда и была ли среди них Польша? Мы были открыты разным предложениям и были готовы попробовать переехать во множество стран, за исключением тех, что были в нашем так называемом черном списке. В первую очередь, конечно, мы ориентировались на страны из Европейского Союза, так что да, Польша нами рассматривалась. Тем более, что на тот момент в Польше уже жило и работало несколько наших знакомых, которые были очень довольны своим решением и предлагали свою помощь, коей мы в итоге и воспользовались. Кстати, ребята, если вы сейчас смотрите это видео, большое вам спасибо. Как мы переехали? Об этом мы планируем сделать серию видео, где подробно расскажем, как мы это сделали шаг за шагом. Если вам интересно, то вы можете ускорить выход этих видео, подписавшись на канал, поставив лайк и написав комментарий для продвижения этого видео. Сейчас же ответим на этот вопрос в общих чертах. Мы уже были в активном поиске и работали над подготовкой к переезду, когда один знакомый предложил откликнуться на вакансию в крупной IT-компании в Польше, в Кракове. Я решил попробовать. Было несколько интервью, потом начался процесс оформления документов, прислали приглашение, согласовали релокационный пакет,
Я приехал первым, прошел испытательный срок, а потом приехали жена с дочкой. Знали ли мы польский язык, когда переезжали? Мужу на работе был нужен английский язык, поэтому он переезжал только со знанием этого языка. Позже ему и другим экспатам организовали курсы польского языка. У меня было время, я начала учить польский язык за 2 месяца до переезда с репетитором. Но за такой короткий срок сложно было добиться каких-то больших успехов. Поэтому, когда я приехала, у меня был только начальный уровень. Я умела читать и немного разговаривать, но объясниться со стражем границы этого хватило. Сложно ли было решиться на переезд? Да, сложно. Нам было что терять, чем рисковать и что оставлять. В Уфе у нас была устроенная и благополучная жизнь, карьера, хобби, друзья и родные. Тем более, что переезд предстоял в Польшу, о которой у людей в России много предубеждений и фобий. Мнение о том, что все поляки ненавидят россиян, активно поддерживается госпропагандой. Хотя на самом деле проблемы больше лежат в плоскости взаимоотношений двух государств. К счастью, большинство людей в обоих странах это понимает. И они не смешивают политику государства и личные отношения с обычными людьми, которые на эту самую политику никакого влияния не имеют. Останемся ли мы в Польше? Это частый вопрос, который мы слышим. И ответить на него пока очень сложно, потому что у нас нет польских корней, и мы здесь только благодаря работе. На текущий момент это единственное основание нашего пребывания в Польше. Это еще во многом будет зависеть от проводимой Польшей политики и условий, которые она создает для бизнеса и крупных компаний. К тому же сейчас очень сложно что-то прогнозировать, так как ситуация постоянно меняется и нельзя быть 100% уверенным ни в чем, как это ясно показал 2020 год. Но пока можем сказать, что нам здесь очень нравится. Нравится работа, коллеги на работе, люди из России и Польши, с которыми мы проводим свободное время. Нам нравится путешествовать по Польше и открывать для себя эту страну страницу за страницей, как интересную, красивую книгу. А что вы думаете о Польше? Надеемся, вам было интересно, и мы ответили на все основные вопросы. Но если хотите что-то еще спросить, то напишите в комментариях. А если понравилось, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и скиньте ссылку на видео друзьям. До встречи!